Привет же, ребятушки! И сегодня у нас еще один конь с Брейерфеста 2023 года. И зовут его Немея. Немея — это такая местность в Греции, а конкретно на Пелопоннесе, где когда-то, по древним сказаниям, даже было отдельное государство под таким же названием. И, кстати, как раз в Немее, по легендам, Геракл совершил свой первый подвиг. Убил льва, шкуру которого он потом и носил. А еще там были немейские игры, которые были чем-то похожи на олимпийские, но, к сожалению, с приходом христианства их отменили, а потом в 80-х годах прошлого столетия их наконец-то восстановили, и они проводятся до сих пор, чему я очень рада. Итак, вернемся к нашей лошадке. Это был Special Run в этом году, и, к сожалению, этот Special Run можно было купить только вживую, приехав на Брейерфест. Как вы знаете, Брейерфест уже второй год проводится в гибридном формате, то есть и онлайн, и вживую, и, к сожалению, не все модели можно сейчас купить онлайн. В прошлом году они вообще запретили все Special Run для онлайн-билетов, но в этом году они наконец-то сжалились над теми, кто не может приехать в США, и держателям онлайн-билетов они выделили половину Special Run'ов. Но не эту. Немея была доступна только онлайн. Но слава богам, что в конце каждого Брейерфеста есть Second Chance Sale, то есть все модели, которые остались нераскупленными после живого Брейерфеста и после онлайн-формата, они появляются в Second Chance Sale, где вы можете их купить в конце августа. Вот. И счастье мне улыбнулась, там остались немеи, и я наконец-то купила этот Special Run, который, по-моему, был единственным, который я хотела в этом году. И сегодня мы его откроем. Как вы уже заметили, он идет в бумажном пакете, в отличие от прошлогодних Special Run'ов, которые шли в полиэтиленовых пакетах. И в этот раз у них начинается эко-упаковка, то есть она бумажная. Кроме внешних бумажных пакетов, вместо пупырки мы имеем такой аналог бумажной пупырки. Сейчас я его открою, и вы на нее посмотрите. Так, что ж, этот пакет выглядит вот так вот, он просто обычный бумажный, в нем ничего особого нету, только вот эта вот наклейка, где написана информация про модель, но она у нас была и в прошлых годах, эти наклейки особо не меняются. И сейчас откроем наш скотч, и я вам его покажу. Оп. Итак, вот так внутри выглядит наша модель, смотрите на эту солому. Итак, в пакете больше ничего нет. Классный пакетик. Он из довольно плотной бумаги, мне нравится, хороший. Можно, чтобы не засорять планету лишним пластиком, использовать его где-нибудь еще. Поэтому можете не выкидывать. И вот наш аналог пупырки. Это вот такая вот бумажная сетка. Знаете, она довольно плотная. Я как-то скептически одно время относилась к ней, но когда она попала ко мне в руки, то я скажу, что это не такой же плохой вариант. Единственное, что это то, что вы напрямую в нее не сможете запаковать модель, потому что она довольно жесткая и, скорее всего, ну, не знаю, с шансом, наверное, 90% краска может об нее поцарапаться, потому что вот эти вот углы, да, они довольно остренькие, и если она будет долго очень в ней возиться, то точно поцарапается. Но если вы вот так вот запакуете модель, как они это сделали внутри, вот в пакет, видите, они не отказываются от пакета все-таки, что меня радует. Вот, они хотя бы защищают ее дополнительно от вот этой вот бумаги. Ее можно использовать как упаковочный материал дополнительный, но, к сожалению, напрямую ты в нее модель не запакуешь, потому что она довольно жесткая. И все-таки классическую пупырку ей пока что переплюнуть не удалось. И вот наша немея, точнее немей, потому что это жеребец. Это молд ахалтекинского жеребца, ну или, как вы знаете, его по модели премьер-клуба Алтынай. И вот у нас так запакован. Итак, давайте снимем эту бумагу. Вместо пупырки они тоже используют вот такие вот бумажные обертки для хвоста и для головы, для самых таких уязвимых мест. И она не так уж и легко снимается, я вам скажу. Так, хвостик. И голова, естественно. Воп. И вот он, наш ахалтекинчик. Но через пакет его очень плохо видно, поэтому давайте достанем. Тут скотч. Аллилуйя, сейчас увидим нашего красавца. Та-дам! Вот он, посмотрите, какой он классный. Вау, у него такой насыщенный черный цвет.
Это просто шикардос. Если вы уже давно в мире Брейера, то вы узнали в нем намеки на еще одну модель. И это был аукционный Марвари, который тоже имел греческие мотивы. Эта модель очень многим полюбилась, поэтому Брейер решил взять эту идею и воплотить ее снова. И давайте посмотрим на нее поближе. Как вы уже могли заметить, у нее на боках и с этого бока, и с этого бока у нее аналогичный рисунок, точнее у него на обоих боках. Это рисунок, который практически повторен с орнамента, который нарисован на амфоре. Этой древней амфоре уже более 400 лет до нашей эры, и она использовалась как приз при Панафинейских играх. Это такой фестиваль, который проходил в Афинах. Я не знаю, почему они выбрали именно этот рисунок для Немеи, потому что он не имеет особо ничего общего с Немеей, это как-то странно. Но тем не менее, мне он очень нравится. Это очень удачный рисунок, и они его практически в точности повторили. Я вам его потом немножко ближе покажу. И еще один забавный факт. Эта амфора изготавливалась в количестве 140 экземпляров, и каждому победителю в нее наливали 40 литров оливкового масла. Вот такие призы были в Древней Греции. Теперь вы немножко знаете про эту модель, и посмотрим на нее поближе. Это стандартный молот эхолтекинца, в нем нет никакой кастомизации, и вот так вот он выглядит. Он, конечно же, отличается мастью и вообще оттенком цветов от своего более дорогого сородича, конкретно от аукционного Марвари. Но во многом наш эхолтекинец ему не уступает, очень похожие узоры. Черный цвет очень насыщенный, прям такой, как у меловой доски, возможно, действительно очень глубокий. Не знаю, может, он вам кажется немножко таким сереньким, но вживую он прям очень черный. Мне немножко не очень нравится то, что они некоторые узоры упростили, да, то есть на шее они могли бы сделать вот этот их классический узор в виде волн, я думаю, вы его отлично знаете, да, но почему-то они сделали вот такой, он выглядит немножко проще, но, возможно, чтобы не отвлекало от других рисунков. И давайте посмотрим на вот этот его такой прекрасный мурал. Это бега на колесницах. По классике у нас 4 лошади запряжены, и вот такой вот мужчина их погоняет. И на спине у него есть тоже вот такой вот узорчик, не менее популярный, чем узор волн, который все так привыкли видеть. И также эти цветочки есть у него на голове. Вот они. Хочу сказать, что все эти рисунки довольно четкие. Да, тут кое-где все-таки встречаются небольшие размазывания краски. Если мы очень внимательно посмотрим, видите, то есть они не особо четкие в некоторых местах, особенно на стыках где-то вот здесь, да, там, где кости у нас идут, то оно немножко заплывает. Но, если честно, оно не особо заметно, и я не скажу, что это проблема. Оно незаметно абсолютно, потому что сам конь очень детальный, и самое главное его достояние, вот этот рисунок колесницы, он проработан невероятно хорошо, и на нем нету абсолютно никаких косяков. И тут какие-то Shiny Marks у него на спине есть, но я думаю, я их вытру пластиком. Посмотрим, что у него здесь написано на пузике. Здесь у него есть золотая надпись Брейер Fest 2023. И больше ничего. Пузико вот такое просто черное. Что ж. Гривка, как вы уже заметили, она красноватая. Также у него на мордочке глаза не просто черные, а у него даже есть белки. И на другой стороне, конечно же, тоже. Вот такая вот у нас Немея в этом году. Мне она очень нравится, действительно. Я ни капли не разочарована в модели, которую я получила, потому что качество ее на высоте, все рисунки очень четкие, цвета тоже шикарные. Если вы любите вообще тематику Древней Греции, то этот конь просто must have, потому что он невероятно красивый. Я рада, что они выбрали эхолтекинца для этой роли. Во-первых, потому что рисунок поместился очень хорошо. Конечно же, в Греции эхолтекинцев не было, да, это восточная порода. Тем не менее, выглядит очень органично. Не знаю почему, вот как-то пустынная лошадь в это все-таки вписывается. Что ж, спасибо вам за просмотр же, ребятки. Надеюсь, эта моделька вам тоже понравилась. Ну или не понравилась, но хотя бы обзор понравился на нее. Так что спасибо вам большое, что посмотрели до конца, и надеюсь на встречу с вами в следующих видео. Пока-пока!